Всем привет, меня зовут Дмитрий, и сегодня мы продолжаем изучать монтаж, обучаться монтажу в программе Olive Video Editor. Я, значит, уже подготовил тут файлы, которые нам нужны для этого. Видео и аудио. Будем сегодня и с тем работать. Давайте положим видео на монтажный стол. Оно большое, но нам для примера понадобится только вот такой вот маленький кусочек до 12 секунд. Остальное можно удалить. Удалить можно, просто нажимаете сюда и Del, кнопку Del, она удаляется. Так, первое, что хотел показать, это то, что вы замечали, если видео, когда вы скачиваете, у него есть звуковое сопровождение, то вы, когда его переносите вот сюда на монтажный стол, видите, у него и видеотрек есть, и аудиотрек. Да. И они подчеркнуты вот такой вот белой линией. Это значит, что между ними есть связь. Ее можно убрать. То есть вообще для чего она нужна? То есть вы, когда хотите что-то перенести, видите, вы переносите вместе и видео, и аудио. Оно вместе переносится. Если вам нужно, например, перенести только аудио строчку, то нажимаете правой кнопкой мыши. Видите? Связать, убрать связь. Ctrl-L. Давайте нажмем. Вот. Подчеркивание исчезло. Теперь оно еще есть, но теперь вот можно вот это делать. Это можно вперед, это куда-нибудь сюда. Вот. И оно теперь без этого. Ну, звук будет, конечно. Давайте, наверное, сделаем чуть-чуть потише. Точнее, громче, потому что очень тихо он говорит. Вот так. Ну, аудио есть, просто оно теперь не связано с самим видео. Вот. Можно ее, конечно, вернуть. Давайте. Вот. Нажимаете сюда, связать, убрать связь. Так, спокойно. Вот. Так. Может, здесь тоже надо? Так. Типа вернуться нельзя, да? Вернуться... Странно, что нельзя. Ну хорошо. Давай тогда... Что, реально нельзя? Включить, отключить. Это можно отключить видео, можно отключить аудио. Угу. Ну, нельзя так нельзя. Хорошо, а если... Подожди, если сделать вот так и вот так. Смотри, это вот так. И вот... Не работает. А если вот так выделить? Во, понял. Вот так вот выделяем полностью обе части. И обратно включаем. Вот. Теперь оно у нас вместе идет. Так, теперь давайте посмотрим способы, как можно монтировать ролики наши. Для этого нам желательно разбить наш этот видеоролик на 3 части. Они все связаны, подчеркнуты. Теперь смотрите, если вам нужно какой-нибудь фрагмент увеличить в длине, ну как вы обычно делаете, вот, нажимаете мышку, указатель, и вот так вот делаете. То есть это с пробелом получается. То есть это крайне неудобно, если у вас, например, вот как здесь, видите, тут видео, они соприкасаются друг с другом, а вам надо, чтобы этих пробелов не было, то тогда есть следующий способ, смотрите. Их есть два. Первый — это монтаж со сдвигом, второй — это монтаж с совмещением. Давайте попробуем сначала этот. Вот. Смотрите, например, вы хотите центральный фрагмент влево перетянуть. Вот. Левый, он уменьшается. Ну как, он как будто бы, вот тут, видите, даже надпись есть, то есть он не пропадает, он просто уходит под низ, вот сюда. Таким вот образом. Вот, то же самое можно делать с этим фрагментом. Выглядит оно вот так. То есть, если мы вот так сделаем, то как у нас будет? Оно все работает прикольно. Вот это монтаж со сдвигом. Давайте его попробуем.
тут чем отличается? Давайте так же самое сделаем. Ну, вот так. Видите, оно все вмещается туда. То есть там у нас только вот эти, ну, менялся один кусочек, а тут, смотрите, вот мы перетянули. У нас все вот это смещается сюда. Там такого не было. Теперь оно туда может совмещаться. Вот сюда. Вот. Типа это... Ага. Сюда оно не может уже. Понятно. То есть вот, оно вот туда идет, прослушивается вот таким образом. Очень полезно, например, если вот как здесь было. Если вам надо повторить чью-то фразу, то вот такой эффект, он очень даже, кстати, подойдет. Поэтому это надо учитывать. Дальше. Хотел показать еще вот этот инструмент, прокрутка с совмещением. Если вы ее выберете, нажмете на монтажный столик, у вас, ну, это просто, ну, ничего нельзя сделать. То есть не растянуть, ничего. Этот инструмент, он нужен для этого видео. Значит, смотрите, вы выбираете участок видео. Давайте выберем центральный. И, например, вам нужно, чтобы картинка в этом участке была не по центру, а где-нибудь слева. Вы берете, вот так вот делаете. Вот. Давайте посмотрим, что у нас в итоге. Видите, она поменялась. Давайте посмотрим, что у нас в итоге получилось. Вот, видите? То есть, я выбрал участок, который хотел. Вот. Я его могу обратно перетянуть. Вот, видите, он обратно. То есть вот этот эффект. Если вам надо, чтобы, ну, было по-другому, как-то не по центру, а где-нибудь совмещением, то вот такой эффект нужен. Можем еще вот это сделать, например. Давайте тут повыше его сделаем, вот сюда. И давайте где-нибудь вот здесь посмотрим. Вот. Так вот оно работает. Так, и еще что я хотел показать сегодня, так это то, как можно ставить музыку под свое видео. То есть у вас, смотрите, например, вы хотите... Давайте импортируем сюда другой какой-нибудь музыкальный трек. Вот это, например, можно сделать, выбрать. Вот это. Если вы ставите его сюда, то оно у вас просто заменит аудио из видео. То есть если вы сделаете так, то есть у вас звук говорения пропадает, остается только мелодия. Давайте сохраним звук видео и поставим еще музыку. Так, для этого давайте... Так, как тут вернуться обратно? Действие тут можно как-то вернуть? Я забыл, как это делать. Ладно, давайте... Сейчас поудаляем все. Заново поставим видео. На 12 секунде его оборвем. Вот так. Вот. Просто нажимаем Del. Так, значит, как поставить музыку? Вы ее ставите не сюда, а ставите снизу. Вот таким образом. И давайте сделаем ее потише, чтобы у нас аудио из видео еще слышалось. Сделаем ее... Ну что ж, друзья, я снова здесь. Немножко оборвалась запись. Так, мы остановились на том, что вот сюда, если вы ставите аудио, у вас... Предыдущее аудио, оно перекроет его, поэтому ставьте его вот сюда. Давайте сделаем его тише. Желательно, чтобы вот это аудио и это, ихняя громкость были разными. То есть одно должно быть тихим, а другое более громким. Иначе, ну, вы не услышите ни одной из этих... Ничего не услышите, короче. Давайте сделаем минус 10. Посмотрим, как у нас идет видео. Вот. То есть вот так вот можно делать. Давайте его также обрежем вот до этого момента. Это мы
Так, случайно. Бывает. Так. Вот так делаем. Ее также можно связать вот с этим аудио. То есть я могу сделать, например, вот так. И... Ага. Полностью давайте выберем связать. Во, полностью все три можно сделать. Это мы вот это удалим. Все, идеально. Так, и давайте еще покажу, как можно сделать какие-нибудь уникальные эффекты звуковые. У меня тут есть один такой. Давайте вот так попробуем его поставить. Тут вот еще так и еще вот так вот. Давайте посмотрим, как у нас пойдет звук. Так. Давайте уберем связь. Это удалим. И как у нас будет идти звук? С самого начала. Вот. То есть вот таким образом можно налаживать коротенькие такие звуковые эффекты и получать что-то вот наподобие такого звука. Поэтому это тоже очень важно. Таким образом можно заставки делать, какие-нибудь... Можно, опять, если у вас какой-то важный момент в видео, можно вот такими сигналами призывать прослушателя обратить внимание на какой-нибудь участок или что-то в этом роде. То есть вот так вот оно работает. Ну что ж, друзья, я сегодня показал, как связывать и развязывать связь между видео и аудио, показал, как делать звуковые эффекты, как налаживать музыку для своего видео. Поэтому вам спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые уведомления. И всего хорошего, всем пока!